давно не было новостей о нашем танке, но поверьте, их очень много. Сегодня, как обычно, разберем проблемы, которые возникали, и расскажем планы на будущее. Насколько вы помните, мне не нравились зазоры в основе гусеницы. Первое. Зазоры, которые я оставил, оказались несколько великоваты. Второе. Из-за странной печати все выступы имеют непонятные скаты. И третье. У меня сломалась самая большая деталь. Я решил распечатать вот такую деталь, чтобы посмотреть на всю гусеницу вживую. Но что-то случилось с принтером, и он начал печатать некачественные детали. Может быть, я когда-нибудь сниму отдельный ролик с рассказами про все мучения с принтером, но сейчас мы пошли очень радикальным путем. Это Торнадо 2 Pro от компании Flying Bear. Он гораздо больше прежнего. Сборка отняла у меня несколько дней. Размеры допустимой печати на новом столе достигают 35 на 35 сантиметров. И как раз именно это дало нам новые возможности реализации проекта. Например, основу гусеницу, о которой я говорил в начале, теперь можно было спокойно напечатать одной деталью вместо 5, что я тут же и сделал. Мне не нравилось, как получились катки при печати, и я решил перевернуть и положить на бок. Хотелось понять, не будут ли слои мешать при качении после печати. Деталь получилась немного кривая, хуже, чем при обычной печати, поэтому решил вернуть все как было, к тому же с новым принтером качество детали сильно выросло. Попробовал напечатанный каток на гуслянках, понял, что центральное кольцо цепляется своими краями. Поэтому уменьшил его диаметр и толщину, закруглил края и заодно чуть-чуть увеличил размер внешних колец. Теперь катки стали скользить как по маслу. Также в крайнем положении аморта основа задевает корпус, поэтому срезал угол побольше. После того, как гусеница собралась воедино, нашел еще несколько недочетов. Первое. Расстояние между ленивцем и первым катком слишком большое. Из-за этого гусеница сильно прогибается, и в будущем возникнет повышенная нагрузка на передний аморт и может уменьшиться проходимость танка. Для этого нужно уменьшить зазор между катком ленивца и первым катком амортов, а также сместить гнездо ленивца вглубь корпуса. Второе. Аморты катков ненадежны. При самом легком усилии они ломаются из-за неправильного расположения слоев. Надо печатать их горизонтально, что сделает слои больше по площади и укрепит деталь, а также увеличить площадь соприкосновения аморта с корпусом. После применения этих мер мне так и не удалось сломать эту деталь. Как я уже говорил, проблем с ленивцем очень много. Вот только печатать его пришлось раза 3, чтобы прийти к подходящим размерам. В прошлый раз я обещал рассказать про наши ведущие двигатели. Их мы взяли от шуруповерта. Мы даже решили не снимать зажимную вот эту головку, чтобы просто зажать оси и все. Наши двигатели вращаются скоростью 550 оборотов в минуту, что по предварительным расчетам на выходе даст нам около 8 км в час. Если нам покажется, что танк может ехать быстрее, то мы просто поменяем двигатель на более мощный. Аккумулятором танка тоже будут служить аккумуляторы от шуруповертов. Интересно было, сколько же может работать двигатель на одном аккумуляторе. В итоге после 20 минут я решил выключить, потому что в принципе этого уже достаточно, да и двигатель не хотелось перегревать. И я использовал этот двигатель еще долго после этого испытания, так что думаю, что танк будет спокойно работать около 30 минут на одном заряде. Итак, на данный момент вся левая гусеница спроектирована и напечатана, значит сделать правую не составит большого труда. Дальше надо будет решать с электроникой, с главным корпусом, с башней, но об этом в следующих сериях.